Дервал велел тебя убить. Ладно, все равно врасплох застал. Эрза наверняка там. Надо прорваться. Вот чем они защищаются от этого жуткого звука. Это подойдет. Ну, теперь подходите. Эрза! Эрент. Дервал пытал меня. Он мало знает. Почему ты не взяла меня? Я должен был пойти. Пусть я никчемный пьяница, но... Нет, дурак. Дервал прислал письмо. Вызвал меня на переговоры. Я знала, что это ловушка. Потому не взяла тебя. Чтобы ты не попался. Просто я переоценила свои силы. Думала, что справлюсь. Послушай, Дервал сделает в Меридиане что-то страшное. Сказал, Ават увидит, как дым застилает его обожаемое солнце. Ты нужен королю. Игры закончились. Пора быстро становиться взрослым. Понял. Обещаю. Смотри, выполни, братец. Эрза. Нет, нет, не умирай. Я не подведу. Обещаю. Эрент. Соболезную. Надо найти Дервала. Но Меридиан такой большой. Я осмотрю его вещи. Может, найду зацепку. Что он тут проворачивал? И хочу ли я вообще это знать? Эту машину разобрали сознанием дела.
Рабочие записи из мастерской. И какое-то письмо вложено. Он переправлял в город Огнежон. Найдем его, найдем Алервала. Странное устройство. Красиво сделано. Кажется, я что-то обнаружила. Нам надо вернуться во дворец. Иди. Я догоню. Я должен позаботиться о сестре. Что будет, если включить?
Я послал гонца в жилу, нужно всем сообщить. Если тебе или племени что-то понадобится для ее похорон, ты только скажи. Это все еще успеется. Элой. Рад тебя видеть. Я в растерянности. Обрести надежду и снова ее потерять так жестоко. Слова теперь ни к чему. Эрза велела найти Дервала. Вроде он говорил что-то про небо в дыму. Расскажи, что ты нашла? Письмо. О том, что на местный склад отправили партию огнежара. Только адресат не Дервал, а некий Эйлунд-кузнец. Вам это ни о чем не говорит? Звучит знакомо. Да, домовладелец. Озерам скупают дома в городе, и среди купивших был и он. Сейчас вспомню. На краю плоскогорья, рядом с храмом. Там была лавка, но можно сделать и склад. Если под этим именем скрывался Дервал, он может быть там. Соберу бойцов. Я иду туда. Грен, стой. Твое племя ненавидит Дервала сильнее прочих. Кланы дали бы за него хорошую цену. Взять его живым? Чтобы ты за него поторговался, как на базаре? Мы должны всеми средствами поддерживать мир. Если появится возможность, возьми его живым. Считай это приказ. Элой, пару слов. Можно? Эрент не стал рассказывать подробности о гибели Эрзы, что вполне понятно. Но только дело в том, что я теперь не могу ни о чем другом думать. Ты была там. Она мучилась. Своей боли она не боялась. Она переживала за брата. Переживала за вас. Спасибо, Элой. Мне все-таки важно было это услышать. Что она думала обо мне. Разыщи Дервала и доставь сюда. Клянусь, он за все ответит. Хорошо. Но только он не единственный, кто угрожает Меридиану. Надо поговорить о затмении. Потом. Обещаю. Нельзя больше медлить. Эрен ждет тебя у склада. Есть минутка поговорить со мной, Алиса? Эй, дюжие приключенцы! Желательно... Здравствуй, странница! Я Вилгунд. Ты пришла сюда в поисках работы? Ха-ха, плачу щедро. Хватит на платье, которое бы подчеркнуло... Так, давай без этого, понятно объясняю. Ха-ха, я просто хотел сказать, что такая ладно слепленная девка... И ходят любопытные слухи о лагере Банук. Якобы они приручили машины. Итак, я отправил ребят на разведку. Просто на разведку и только. Эти Банук хитрые, очень хитрые. Заплатил вперед. Ну, половину. И больше я их не видел. Ты хочешь нанять меня, чтобы я нашла твоих наемников? Этих я уже списал. Меня больше волнует этот слух.
А ты торговец, что ли? Где тогда твой товар? Я скорее исследователь. Но ты же посылаешь вместо себя других. Ладно, скорее авантюрист. Нора... рискованных, конечно. Но разве может? Ладно. А что ты знаешь про Банук? Бабы у них снежные ведьмы. Они поселились в мерзлом Бануре. В снега. Зато с машинами им легко. Может, они не хотят, чтобы они Ха! Это их слава Что тебе известно про этот лагерь? Те до тебя спрашивали только про... У этого лагеря нет названия, он в гор... Говорят, Банук там живут бок о бок с машинами, и те их не трогают. Если так, если мы узнаем их секрет, подумай. Ценно в том смысле, что можно им торговать. Девочка, Если я соглашусь помочь. тебе не нужно будет взбираться на самую вершину мира. Лагерь на границе земли Банук. А глядя на тебя, я вижу, что ты бывала на Диком Если это правда, что они без страха ступают среди машин, ну, плата по возвращению. Вот склад. Ты здесь, Дервал? У нас для тебя сюрприз! Или у него для нас. Это бомба? Да, это бомба. Какая-то маленькая. Сделано из... Хватит, чтобы нас убить. Ладно, умолкаю. Огнежар. Видимо, наверху емкость с ним. Если попытаться ее разобрать, она взорвется. Сколько тут огнежара? Если та бомба внизу взорвется, все будет, как он и обещал. Дым затмит солнце, а город утонет в пламени. Мы должны это предотвратить. Если от него как-нибудь избавиться, взрыв будет куда слабее. Если от него как-нибудь избавиться, взрыв будет куда слабее. Если бомба взорвется, весь огнежар вспыхнет. Если от него как-нибудь избавиться, взрыв будет куда слабее. Так что она? Взорвется или как? Если от него как-нибудь избавиться, взрыв будет куда слабее. Похоже, деревянная скоба не очень прочная. Помоги вытолкнуть. Хорошо. Грубая сила это я могу. И что? Спасем город, надеюсь. Но как упадет, сразу беги. Потому что тут же сработает детонатор в бомбе. А мы выживем? Может и нет. Толкай. Получилось. Мы не дали Дервалу
уничтожить Меридиан. Это не все. Он хотел заставить Авада смотреть. Ну нет. Дервалу не попасть во дворец. Он охраняется. Ты все же иди туда. А я осмотрюсь. Может, люди Дервала оставили какие-то следы? Ладно, не бойся. Во дворце его сразу прикончат. Следы. И на них огнежар. Не хотите ли поучаствовать в одном весьма доходном предприятии? по цепочке! Что-нибудь тебя точно заинтересует. Подходи, смотри товары. Я дам Что случилось? Не слыхал такого взрыва со дня освобождения. Озерам скупили. Я хочу обсудить с тобой один животрепещущий вопрос. Смотрите, там дым поднимается. На нас напали? След ведет внутрь. Еще одно убежище Дервала? Добро пожаловать в Дом Солнца, чувак. Видимо, здесь Дервал собрал детонатор. Он пробил тоннель в стене. Дервал все-таки пробрался во дворец. Дервал.
Жаль, не увижу короля солнца на коленях. Хватит жаловаться, погонь. Кто-то должен... Значит, придется показать. Посмотри на себя. Жалкий последыш безумного короля. Ты отнял у меня право убить твоего отца. Ну, обойдусь тобой. Приятно посмотреть, как карха горят. Тем приятнее, что смотреть мы будем вместе. Прощайся с Меридианом, Ават. Вдохни запах гари и подавись пеплом. Что-то не так. Что? Я ничего не слышал. Со стороны окраины задымило. Нет! Должна быть буря! Буря! А не какая там струйка дыма! Нет места. Что это? Та самая девка, что напала на мой лагерь. И обезвредила бомбу. Вот как. Но это ничего не меняет. Я все равно окроплю трон кровью. Сперва твоей, а потом его. Братья, ко мне! Давай побыстрее. Мне еще надо убить Бога. Это еще не все, Нора. Любой мастер Азерам тебе скажет. Всегда нужен третий план. Они знают, что я здесь. Зачем возиться самому, если можно позвать машину? Эти кровожадные красавцы-коршуны. Я надеюсь, ты будешь с такими драться, потому что у меня их еще много.
Зачем возиться самому, если можно позвать машину? Я надеюсь, ты любишь с такими драться, потому что у меня их еще много. Эти кровожадные красавцы Горс. Нет места. Я бы хотел, чтобы тебя прикончила Эрза. Но могу сделать это и сам. Давай. Я не боюсь. Хотя ты и тут напортачишь. Как всегда. Я знаю, чего ты боишься. Что тебя отправят в источник в цепях. Все кланы в Жиле хотят твоей смерти. И они знают, как тебя помучить. Столько будет желающих. В этом ты весь. Убивать чужими руками. Заткнись! Твою судьбу решит Король Солнца. Мне нужно немного побыть одному. Эрент хотел с тобой поговорить.
Элой, я тут думал об Эрзе. Она бы убила Дервала на месте. Точно. Потому она и отправилась к нему, чтоб прикончить. Но она велела мне взрослеть. Было тяжело такое услышать, но пытаюсь ей верить. А тот, кто взрослый, делает, что должно, а не что хочется. Так? Ты меня спрашиваешь? Ты явно постарше. Да, но веду себя как юнец. Ты поступил правильно. Еле себя заставил. И до сих пор хочу потихоньку свернуть ему шею. Ты этого не сделаешь. Ты хороший капитан. Но хватит. А то расплачусь. Так, что теперь ждет Эренда, капитана авангарда? Отправлюсь ненадолго в Жилу. Ну, повидаюсь со своим кланом. Похороним Эрзу, как положено. Как она бы хотела. А это значит, больше браги, без трёпа. Как думаешь, что Азерам сделают с Дервалом? Сначала будут долго спорить между собой. Но знаю точно, казнь будет страшной. Меня устраивает. Может быть, даже я загляну к нему и напомню, что его ждет. Что ж, Знаю, тебе пора. Искать убийц, покорять машины, дел не в проворот. Знаешь, когда мы встретились, я думал, повезло этой красотке, что познакомилась с такой важной шишкой, как я. Но это мне повезло, что ты уделила мне минутку. Только не забывай меня, когда будешь покорять мир. не хочу говорить это после всего того, что ты вынес, но грядет новая битва, нужна твоя помощь. Гелис и его фанатики нападут на Меридиан. Покой нам только снится. Не волнуйся. Я буду в строю. Все хотят, чтобы жизнь была красочной. Иди, давай поговорим. Пришла позлорадствовать. Ну что ж, как видишь, я занят. Не надо мне на нервы давить. Ничего у тебя не выйдет. Ха-ха! Как весело потешаться над пленником. Умора! Думаешь, ты умная, потому что у тебя есть эта железка на лбу? Спорим, если бы не она, ты бы не смогла разобрать мою бомбу. Думаешь, я спёкся? Не надейся. Я еще не из такого выпутался. Пока эти тупицы в источнике будут спорить, как меня казнить, я пророю подкоп. Вот увидишь. Когда я отсюда выберусь, я подброшу тебе в постель манок для громозелов. Должен признать, меня злит, что меня изловила дикарка. Я думал, ничего сложнее, чем две палки на веревке нора освоить не могут. Тебе что, заняться нечем? Копьерога на тебя нет. Думаешь, смастерила копье и теперь самая умная? Да я такое с закрытыми глазами могу сделать. Во сне. Наездница на машинах. Кого ты надеешься впечатлить? Вот если б ты заставила машину похлебку сварить...
Ты как камушек в сапоге. Мелкая, но сил нет терпеть. Ах, как же я тебя ненавижу! Когда-нибудь я построю машину специально для того, чтобы она тебе косы повыдергала. Клянусь пламенеющим горном, ты меня уже достала. Будь проклята эта война. Будь проклята эта...